Друзья, всем привет! Андрей Рублев. Андрюш, hello. Привет. Как ты? Нормально, все хорошо. Почему не побрился? Поздно прилетел, не успел. Побреюсь. Но к первому кругу... Да, побреюсь. Так, давай про Умов поговорим. 7 лет назад твой первый титул был как раз здесь, в 2017 году. Да. 7 лет прошло. Да. Какое-то особое чувство испытываешь, приезжая сюда? Особое чувство... В целом здесь хороший турнир. То есть здесь, если даже никогда не было, здесь классно приехать, побыть, классная атмосфера, море, много развлечений. Поэтому здесь даже если бы я не выиграл турнир, мне было бы классно сюда приезжать. То, что я выиграл турнир, это какой-то просто, наверное, приятный бонус в прошлое более молодому себе, что вот еще и получилось выиграть, но прям какое-то особенное чувство. Это называют самым тусовочным турниром. Ну, уже давно нет. Нет? Уже нет. То есть есть более тусовочные? Да. Хорошо, уже давно какие? не, уже давно не тусовочный. Ну как, мы вчера вот вечером смотрели, там было большое концерт. шоу, Концерт, но это же не тусовка, концерт. Тусовка это же тусовка. Вино, пиво. Ну, более культурная программа, скажем. Понятно. Раньше была тусовка, когда там, лет 20 назад. Тебе сколько Я что, не играл. 7 лет тогда. Ну, по рассказам прошлых поколений. Хорошо, а сейчас какое самое тусовочное место? Мне кажется, в плане турниров уже никакое. То есть это как-то ушло. То есть даже если какие-то есть players, ивенты от турнира, то это более все официально. То есть мне кажется, больше уже тусовочно, если это большой известный город, и ты сам идешь тусоваться. То есть уже такое тусовочное. То есть от города зависит? Да, наверное. Ну, если в плане турниров есть какие-то места, понятное дело, там как тот же Баштадт, где как маленькая улица, где все в тусовках и одновременно турнир. Так, давай немножко поковыряюсь в неприятных моментах. Ты меня тоже останавливай. 4 поражения подряд. Да. Причина? Причина вся та же. Вообще говорили 3 вопроса. Да нет, причина вся та же, но сейчас, слава богу, после Умблдона все наладилось, все устаканилось, поэтому скоро будет прорыв. Скажи, в этом сезоне, насколько я понимаю, ты 12 раз проигрывал так называемым андердогам, ребятам, которые находятся ниже тебя в рейтинге и фаворитами не считались. Да. Почему? Ты раньше мне рассказывал, что порой ребята настраиваются на тебя так, как вот на главный матч жизни. В начале первой половины матчей я сам самоубийство сделал в этих матчах из-за всяких разных ситуаций, что происходит в голове, и просто сам, катапультировался. Вот. А уже последний матч сейчас в Баштаде, то, слава богу, уже наконец-то немного поймал себя. И просто, тяжело, когда ты уже столько матчей проигрываешь в первом, уверенности нету, ты играешь один матч, потом 2 недели тренируешься, ждешь следующего матча, также первый круг, опять 2 недели ждать, то есть непривычная немного ситуация, потому что обычно наоборот, у нас не было столько времени тренировочного, всегда надо было с турнир, сразу на турнир, сразу на матчи, и ты в этом ритме, а тут этого ритма нету, поэтому уверенности нету, и ты выходишь играть против того, кого по рейтингу ты обязан обыгрывать, и он начинает шмылять, ему терять нечего, он начинает попадать, для него это хороший опыт, ты это видишь, тебя начинает еще больше сжимать, ты еще больше осторожничаешь, еще больше играешь не чтобы просто играть, а играешь, чтобы не проиграть, а это уже путь в никуда. Вот, и поэтому пока нужно пройти 1-2 матча. В завершении, после Умблдона ты тренировался в Барсе. Да. Вот над чем особенно акцентировал внимание и работал? Голову починить, потому что проблема не в теннисе была. То есть это было внимание, чтобы починить голову. Слава богу, починили. А как Андрей Рублев чинил голову? Это будет смешно, благодаря Марату Сафину. Расскажи, если можешь. Ну, ничего. Списался с ним? Ну, да, как-то списались, ну и все, и он помог.
Вы с ним разговаривали, или Да. он лично приезжал к тебе? Да, Лично приезжал? да. Пару Ну, тренировок? нет, не прям лично ко мне, думаю, Вы что... встречались? Да, он и с командой, он же с ними дружит, со всеми моими, ну и все. И то есть ему отдельное большое спасибо. Марат, мы благодарим тебя за Андрея Рублева. Сколько разговоров было? Несколько было встреч? Какая-то сессия? Была, нет, один долгий. Да, пока не... Да, один долгий. Хорошо. А когда ты сможешь раскрыть эти маленькие секреты, которые, значит, Марат тебе привнес? После каких-то результатов? Ну, сейчас понятно, я понимаю, ты не хочешь об этом говорить. Не знаю, не знаю, нет такого, посмотрим. Может... Интригант. Да не интригант, не знаю. Посмотрим. Мне нечего ответить на это. Хорошо. Как будет? Ну, будет. Не знаю. Не, ну будет, я тебе говорю, что Не, будет. нет, ну, что будет. у меня будет, тебя будет. уже больше склоняюсь, что да, что уже есть уверенность, что все будет нормально. Расскажу или нет, не знаю, как пойдет. Будем ждать. Надеемся, что пойдет. И от этого зависит, раскроет ли Андрей Рублев все свои карты, так сказать.